Вы заметили, что происходит с бизнесом в США? Даже крупные сети вынуждены объявлять о банкротстве, оставляя тысячи людей без работы. Почему так происходит? Ведь общепит всегда считался надежной сферой. В этом ролике я расскажу об этом. И поверьте, вас ждут неожиданные открытия, особенно в конце. Potbelly Sandwich Shop. Начнем с одного из самых известных брендов в США. Potbelly Sandwich Shop. Этот фастфуд начал свою историю в 1977 году в Чикаго, когда Питер Хастингс решил превратить свой антикварный магазин в кафе, где стали продавать сэндвичи. Изначально магазин занимался торговлей антиквариатом, но со временем сэндвичи стали главным продуктом. Особенность Potbelly – использование старинной печи Potbelly для приготовления тостовых сэндвичей, что и дало название заведению. В 1996 году предприниматель из Чикаго Брайан Кейл приобрел Potbelly, что стало началом активного расширения сети. К 2013 году компания успешно провела IPO, привлекая до 75 миллионов долларов. С тех пор Potbelly продолжала расти, и сегодня сеть насчитывает сотни заведений не только в США, но и за рубежом, включая Великобританию, ОАЭ и другие страны. Каждое заведение Potbelly сохраняет уникальный стиль, сочетающий элементы антиквариата и местной культуры, создавая уютную атмосферу. Компания известна своим подходом к использованию свежих ингредиентов и поддержке местных музыкантов, которые выступают прямо в ресторанах, что добавляет особого шарма. Еще один интересный факт. Potbelly отличается своим подземным меню, где можно найти уникальные блюда, не представленные в основном меню, такие как сэндвичи с множеством видов мяса или сладкие шейки с добавлением печенья. Несмотря на успешное развитие и процветание, почему же эта компания попала в мой список? Компания Potbelly объявила о закрытии 16 своих ресторанов на постоянной основе. За второй квартал, завершившийся 28 июня, убытки Potbelly выросли до 22 миллионов 200 тысяч долларов или 93 центов на акцию по сравнению с 1 миллионом 900 тысячами долларов или 8 центами на акцию за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 46,5% и составила 56 миллионов 200 тысяч долларов против 105 миллионов 600 тысяч в предыдущем году. Звучит безумно, не правда ли? Однако продажи в сопоставимых магазинах начали показывать улучшение в течение квартала, от падения на 68% в конце марта до снижения в районе 20 с лишним процентов в июне. К этому моменту у Potbelly было 468 ресторанов, включая 44 франшизных заведения. Potbelly сделала громкое заявление о намерении закрыть до 100 своих заведений, что составляет примерно четверть от общего числа ресторанов, принадлежащих компании. Для преодоления этих трудностей компания привлекла консультанта по реструктуризации и адвоката, специализирующегося на банкротствах. Эти усилия, похоже, принесли частичный успех. К августу сеть, базирующаяся в Чикаго, пересмотрела свои планы и теперь ожидает закрытия менее 50 ресторанов, что значительно меньше первоначальных прогнозов. Но почему это вообще происходит? Невероятная инфляция, рост уровня безработицы – все это приводит к тому, что посетителей становится все меньше, а требования инвесторов все выше. Хочется верить, что эта сеть все-таки сможет выжить и продолжит радовать своих клиентов. California Pizza Kitchen. Но иногда компании губит не только экономика, но и собственная недальновидность. California Pizza Kitchen – американская сеть ресторанов, известная своими пиццами с необычными начинками и инновационным подходом к итальянской кухне. Компания была основана в 1985 году в Лос-Анджелесе, Калифорния, двумя юристами Ларри Флейксом и Риком Розенфилдом, которые решили воплотить свою страсть к еде в бизнесе. С самого начала California Pizza Kitchen выделялась среди других пиццерий благодаря уникальным рецептам и высококачественным ингредиентам. Например, одна из их самых популярных пиц, BBQ Chicken Pizza, сочетала ароматный соус барбекю, курицу и сыр, что было довольно нестандартным для того времени. Взлеты компании были связаны с ее быстрым ростом и расширением не только в Соединенных Штатах, но и за их пределами. К началу 2000-х годов CPK уже имела сотни ресторанов и даже начала продавать замороженные версии своих пиц в супермаркетах. Это, кстати, очень вкусный и доступный вариант. Однако, как и многие компании, California Pizza Kitchen столкнулась с трудностями. В 2008 году финансовый кризис серьезно ударил по ресторанной индустрии, и эта сеть не стала исключением. Снижение потребительских расходов привело к закрытию некоторых ресторанов и снижению прибыли.
прибыли. Но это было только начало. В последнее время ситуация ухудшилась до такой степени, что компания вынуждена была подать заявление о банкротстве. Это особенно заметно на фоне успехов конкурентов, которые сделали ставку на развитие служб доставки и сумели адаптироваться к изменениям в потребительских предпочтениях во время пандемии. Да, вы правильно поняли. Пока все занимались доставкой пицц на дом, California Pizza Kitchen практически не двигалась в этом направлении. Даже во время пандемии, когда рестораны пустовали, а компания теряла миллионы долларов на зарплату персонала, который был без работы, менеджмент не видел в этом проблемы, считая, что нужно просто переждать. В итоге рестораны сети начали закрываться, особенно в таких штатах, как Техас, Алабама и Джорджия, где заведения прекращали свою работу одно за другим. Финансовое положение компании стало крайне напряженным. Долги достигли 400 миллионов долларов, тогда как наличные и ликвидные активы составляли лишь небольшую часть этой суммы. Несмотря на все трудности, генеральный директор компании продолжает сохранять оптимизм. Он уверен, что California Pizza Kitchen сможет быстро восстановиться после текущего кризиса. Однако он признает, что впереди у компании не просто прогулка, а сложный и тернистый путь. На данный момент компания фактически находится на грани краха, продолжая каждый месяц закрывать новые рестораны своей сети. Жаль, но сами виноваты. Гибкость и способность адаптироваться – это основное правило успешного бизнеса. Но идем дальше, ведь впереди есть еще несколько сетей, которые также балансируют на краю обрыва. Kona Grill. Знаменитый Kona Grill начал свою историю в далеком 1998 году в Скоттсдейле, штат Аризона. Основатель ресторана Майкл Макдермотт изначально управлял заведением под названием Sushi on Shea, которое специализировалось на суши. Однако в 1998 году он решил изменить концепцию и открыл Kona Grill, ресторан с акцентом на американской кухне в сочетании с традиционными суши. Важной частью идентичности нового заведения стало современное оформление и широкий выбор блюд. Для того, чтобы расширить свой бизнес, Макдермотт продал Sushi on Shea в 2002 году, чтобы полностью сосредоточиться на развитии Kona Grill. Этот шаг позволил сети расти и добавлять новые рестораны по всей стране. С момента своего первого открытия Kona Grill стал местом, где смешиваются вкусы и стили, предлагая посетителям уникальные кулинарные впечатления. После успешного публичного размещения акций в 2005 году рестораны продолжили свое расширение. Однако к 2019 году сеть столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, которые привели к банкротству. Несмотря на это, Kona Grill удалось пережить кризис благодаря покупке компании One Hospitality Group, которая выкупила сеть всего за 25 миллионов долларов. Этот шаг помог стабилизировать положение компании и начать новый этап развития. И казалось, что все начало налаживаться. После перезапуска сеть Kona Grill показала улучшение показателей продаж и вышла на позитивные темпы роста в последующие годы, с увеличением среднесетевых продаж на 21,9% и 27,5% по сравнению с предыдущими годами. Kona Grill также активно развивала новые направления, включая корпоративные и лицензированные заведения как в США, так и за рубежом. Но все резко изменилось в прошлом году. Сеть вновь начала медленно уходить на дно. Вода подмыла основание. Kona Grill подал заявление о банкротстве и закрыл 19 заведений, что стало настоящим ударом для индустрии. Что же произошло? Одной из причин проблем стали огромные затраты на открытие каждого нового ресторана, около 4 миллионов долларов, как утверждал бывший генеральный директор. Амбициозные планы руководства по расширению сети, похоже, способствовали финансовым трудностям. Они слишком уверились в себе и не просчитали все риски. Такое случается, когда кажется, что все проблемы позади, а жизнь снова бьет по голове, не давая времени на передышку. Проблема усугубляется тем, что инфляция в США бьет все рекорды, и деньги, вложенные в расширение, попросту не покрывают реальные затраты на закупку и обслуживание оборудования. Так что в ближайшее время ситуация может только ухудшиться. Krispy Kreme? Ну и как же без пончиков, если речь идет о США? Krispy Kreme, знаменитая сеть пончиков, была основана Верноном Рудольфом в 1937 году в Уинстон-Сейлеме, Северная Каролина. Рудольф купил секретный рецепт дрожжевых пончиков у французского повара в Новом Орлеане и начал продавать их в местных продуктовых магазинах. Успех был настолько велик, что вскоре он начал продавать пончики непосредственно из своего магазина, вырезав в стене отверстие для обслуживания прохожих. Эта идея была настолько
настолько популярной, что вскоре ее скопировали и другие местные заведения, организовав свои уличные окошки, которые до сих пор остаются популярными по всей Америке. Со временем компания расширилась и открыла магазины по всей территории США. В 2001 году Krispy Kreme провела успешное первичное публичное предложение акций, но вскоре столкнулась с серьезными проблемами, включая обвинения в недобросовестных бухгалтерских практиках и расследования со стороны комиссии по ценным бумагам и биржам. Эти проблемы серьезно подорвали доверие инвесторов, и стоимость акций компании значительно упала. В 2006 году к руководству компании пришел новый генеральный директор Дэрил Брюстер, который сосредоточил усилия на восстановлении компании, в том числе за счет расширения на международные рынки. Эти усилия оказались успешными, и Krispy Kreme смогла восстановить свои позиции на рынке. Но почему же тогда закрываются точки по всему миру? Ведь сегодня Krispy Kreme известна своими необычными пончиками и уникальными коллаборациями по вкусам, такими как пончики Butterfinger в 2020 году и Kit Kat в 2024 году, и продолжает сохранять свою популярность как в США, так и за рубежом. Однако в 2023 году компания объявила о закрытии 4 магазинов, что стало частью стратегии по устранению неэффективных точек. Годом ранее сеть уже закрыла 10 заведений, которые не приносили достаточно дохода, но эти закрытия оказались оправданными. К концу года Krispy Kreme заработала внушительные 1 миллиард 520 миллионов долларов чистой выручки. Президент и генеральный директор Майк Тетсфилд выразил уверенность в достижении долгосрочной цели компании – обеспечить более 50 тысяч точек доступа по всему миру. Компания также ввела новую бизнес-модель «Центр из пиццы», где крупные заведения служат центрами производства пончиков, откуда свежеиспеченные лакомства отправляются в более мелкие магазины, известные как «спицы». Какие перспективы ждут Krispy Kreme в дальнейшем? С такими стратегическими шагами и четким видением будущего компания, вероятно, продолжит расширять свое присутствие и укреплять позиции на мировом рынке. Иногда закрытие нескольких точек действительно может привести к появлению сотен новых, более успешных. Metro Diner. Но, к сожалению, не всем удается получить столь грамотный антикризисный менеджмент. Metro Diner, известная американская сеть ресторанов общественного питания, начала свою историю в 1992 году, когда Марк Даволи открыл первое заведение в Джексонвилле, штат Флорида. Ресторан быстро завоевал популярность благодаря своим сытным блюдам и дружелюбной атмосфере, что привлекло множество постоянных посетителей. Со временем бренд значительно расширился, достигнув более чем 60 локаций в разных штатах. Значительный рост начался после того, как ресторан появился в популярной телепрограмме Diners, Drive-Ins and Dives в 2010 году, что повысило его видимость и популярность. Немного позже Metro Diner начал сотрудничество с Consul Hospitality Partners в 2014 году, используя опыт ветеранов индустрии для дальнейшего расширения и повышения операционной эффективности. Metro Diner стал известен своими фирменными блюдами, такими как жареный цыпленок с вафлями и креветки Гритс, сохраняя акцент на предоставлении доступной и любимой многими пищи. Недорого и очень вкусно. Идеальная концепция для привлечения клиентов, правда? Но почему же они оказались в моем списке? Сеть Metro Diner, как и многие другие в отрасли, столкнулась с серьезными вызовами во время пандемии COVID-19, что привело к временным закрытиям некоторых заведений и необходимости переориентироваться на обслуживание на вынос. Metro Diner оперативно адаптировался к новым условиям, улучшив свои варианты доставки и перестроив операции для более эффективного обслуживания клиентов. Этот превентивный подход помог сохранить значительную часть бизнеса в эти трудные времена. Однако, несмотря на первоначальный успех, в последние годы Metro Diner столкнулся с рядом трудностей, которые привели к закрытию нескольких заведений, включая оба ресторана в Лас-Вегасе, а также заведения в Индианаполисе, Бирмингеме, Южной Тулсе и Мейконе. Одной из ключевых причин, по которой Metro Diner покинул Лас-Вегас, стали местные законы о заработной плате. В отличие от многих других штатов, где работникам, получающим чаевые, можно платить меньше базовой ставки, Невада требует от работодателей выплаты полной минимальной заработной платы. Metro Diner заявил, что соблюдение этого закона сделало невозможным оставаться прибыльным в Лас-Вегасе, так как повышенные расходы на оплату труда значительно уменьшили финансовую эффективность. В такой ситуации выбор был невелик: либо повышать стоимость блюд, что не соответствует концепции сети, либо закрывать заведение в
Неваде. Они выбрали второй вариант и полностью ушли с этого рынка. Это решение сильно ударило по экономике компании. Но, несмотря на трудности, Metrodiner пока держится на плаву. И это лишь несколько сетей, которые переживают серьезные проблемы. К концу года их количество может значительно возрасти. Речь идет не о паре ресторанов. Буду продолжать наблюдать за ситуацией, а вы подписывайтесь на канал, пишите, где вы любите кушать. И, конечно, ставьте палец вверх. Буду очень благодарен. А если вы увлекаетесь интересными историями, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, переходите в Telegram-бот по ссылке в описании. Буду рад сотрудничать. Спасибо.